Всем привет! Сегодняшнее видео будет о изготовлении ключницы на молнии. Значит, собралось у меня достаточно большое количество ключей, и уже такая связка, некомфортно ее носить. Я обычно там в руках ношу, или же нужно положить в сумку, но ключи, если они без чехла, то царапают все вокруг, там телефон, саму сумку, допустим, изнутри царапает. Вот, и нужно было какое-то решение, которое было такое удобное, практичное. Захотелось мне сделать ключницу. Ключницы есть со специальной такой фурнитурой, там большой такой кусок кожи, его там складывают, в общем, как кошелек, да. Ну, мне такой вариант показался не очень удобен. Может, я его со временем просто как бы для видео запишу, как бы изготавливать, но на данный момент то, что мне нужно, это вот такой вот чехольчик простой, который мы раскрываем, вкладываем сюда ключи, либо, допустим, достаем, закрываем, и все. Его комфортно, удобно даже вот в руке держать, нести, или же бросить там в сумку, и в принципе ключи там ничего не заденут, ничего не поцарапает. Ну и плюс это должно быть просто, то есть я хотел сделать ключницу без заморочек, выкройка очень простая, то есть даже никакого файла по сути не нужно. Вот нарисовал, то есть нужен просто кусок кожи размером в данном случае 200 на 170. Если у вас там ключи подлиннее, можно там ее удлинять, этот кусок, можно расширять. Я первый как бы вариант делал себе, сделал очень широкую. Вот, сейчас буду ее переделывать, а потом сделал вот такую ключницу жене. И в принципе отлично сюда все укладывается и достаточно удобно. Значит, по самой выкройке получается кусочек. Потом, чтобы не окрашивать торцы, я их решил вот здесь по краю как бы спустить кожу и завернуть. Вот получается, здесь края, они не окрашиваются. То есть у нас получается здесь по сантиметру с каждой стороны мы спускаем и этот сантиметр заворачиваем, то есть делаем разметку. Потом по центру я оставляю 50 миллиметров, это как бы вот эта вот ширина по сути нашей ключницы. И от этого центра с отступом 15 миллиметров у нас будут просто здесь вот такие складочки подгибаться. Ну, в процессе видео я это все покажу. И в итоге получается вот с торцов вот так вот. Использовать можно кожу любую. В моем случае это хромка. В свое время на стоках набрался этой хромки, а шить из нее ничего не шью, потому что, ну, как бы для моих основных изделий она не подходит. Вот это кожа хромового дубления, толщина где-то 1-1,2 миллиметра, то есть в принципе там можно брать мягкую кожу, здесь даже как бы больше, наверное, она подходит, более такая мягкая, ну как бы средней жесткости, вот, чтобы ее еще удобно было брусовать. Дальше змейка, змейку, молнию я использую ЮКК. Вот обозначение. Это тройка. Просто сюда вот у меня был кусочек. Это уже готовое. Там есть они как бы на отрез продаются, есть продаются кусочками уже готовыми. То есть вот этот кусочек был готовый. То есть я его сюда использовал, тройку, да. И себе тоже. У меня есть пятерка, есть тройка. Ну, решил тоже использовать тройку. Как бы не знаю, ну здесь особо не принципиально, главное, чтобы она работала. Змейку вырезаем по длине нашего кусочка, то есть вот если у нас кусочек 20 сантиметров, то и змейку вырезаем тоже 20 сантиметров. Ну и для крепления ключей еще можно какую-то цепочку такую вот внутрь самой ключницы. Вот здесь, чтобы ключи прицепить. Цепочку есть, продаются они на, как бы, на длину, там, на метраж. У меня
просто одно время я как бы ставил, мне нужны были эти брелочные такие колечки, я покупал уже колечки с цепочками. В общем, колечки я как бы использовал, а цепочки у меня остались, вот я их собрал в такую одну цельную и установлю сегодня в наше изделие. Кожа, как я уже сказал, это стоковая, покупал я ее в Фейсбуке, есть разные группы, там кожа Италия и так далее, то есть в поиске просто вбиваете какие-то названия, там, связанные с кожей, вам выдаются эти группы, и вы уже у них выбираете кожу, которая понравилась. Это кожа с тиснением там, под крокодила, это просто как бы хромка, да, какой-то интересный такой артикул, просто понравился, тоже когда-то купил. Первым делом делаю разметку, ставлю вот такие по краю отметочки, как я уже сказал, то есть по сантиметру делаю отметки, которую мы будем полосу брусовать. Вот, и потом ставлю отметки еще там, где будем подворачивать, загибать кожу. Вот здесь делаю две линии. Значит, первая линия на расстоянии сантиметр от края, это мы как бы брусуем, спускаем, да, и потом мы вот делаю вторую линию на расстоянии 2 сантиметра от края, по которой мы будем ориентироваться и подгибать нашу кожу. Очень важно при брусовке, особенно вот такой вот тесненной кожи, не наделать дыр, вот, не снять лишнего. Вот видите, здесь уже немножко я зацепил. По сути, если мы вот такие сделаем рваные края, то мы не будем понимать, вот, по какой линии нам, ну, то есть ровно вот делать эту загибку. Так что с этим нужно быть поаккуратнее. И плюс еще, если вот кожа, она тесненная, то есть есть вдавленные вот, как бы такие участки, вот, то если мы вот здесь очень сильно снимаем, естественно, здесь получается дыра. То есть с этим тоже нужно быть поаккуратней. Следующая операция — это уже загибка, и то есть наносим клей и загибаем нашу кожу. Дал клею немножко подсохнуть, выдержал паузу, и теперь можно делать загибку. Загибку делаю вот по этой отмеченной линии. С одного края начинаю. Видел, есть специальные устройства для загибки. Но как бы в условиях мастерской у меня такого нету. То есть можно пробовать руками. Вот. И второй этап — это вот загибки. Начинаю как бы с обратной стороны. То есть где-то в центре. Чтобы у нас, ну, здесь вот по краешкам было все ровненько. Загнул и потом проглаживаю. То есть можно вот так вот сделать. Вот такую линию. Там, где кожа плохо, к примеру, прилегла.
теперь нужно вклеить молнию, значит, по ее подготовке. Снял бегунок, с каждой стороны убрал по 7 зубьев, то есть здесь где-то получается здесь 1,5 сантиметра. И вначале у нас уже, в принципе, такое же расстояние было без зубьев, так как змейка не на метраж. Если была на метраж, тоже здесь бы убрал эти зубья. Теперь по вклейке, значит, здесь вот зачистил наждачкой, чтобы лучше клей схватывался. И как буду вклеивать? Значит, на молнии есть, если так вот, не знаю, будет видно, не будет. В общем, есть вот такие как бы тканевые как бы полоски. То есть здесь текстура ткани, она получается не одинаковая, а вот есть как бы полоса в одну сторону как-то направлена, в другую. Так вот, по вот этим как раз полоскам, к примеру, выбрал я там вторую, да, и по вот этой вот границе буду вклеивать, наклеивать кожу, как раз по этой линии. Молнию вшил и допустил небольшую ошибку. Хочу обратить ваше внимание. В общем, когда делаете отступ для прошивки, учитывайте, какая ширина вот этой тканевой полоски у молнии, потому что прошивка у меня прошла практически по краю. Вот. Оно как бы не критично, молния держится, но если бы еще чуть-чуть там пару миллиметров отступил, то уже как бы вшить молнию не смог. На это нужно обращать внимание. Теперь нам нужно отступить где-то 5 миллиметров от края, вот здесь по нашей лицевой стороне. Вот, и зачистить их наждачкой. То есть в этом месте у нас будет кожа склеиваться и подворачиваться. Собирать изделие мы будем изнанкой наружу и потом выворачивать. Сейчас устанавливаю бегунок на молнию. Так, и вот в этом месте еще установлю, вот такие ограничители для бегунка. Еще подготовил такой кусочек кожи для вшивания нашей вот этой цепочки. Вот таким вот образом она у нас будет крепиться. Здесь можно ставить полукольцо, у меня просто такого нету размером, поэтому поставил такую маленькую рамку. И с этой полоской тоже можно не заморачиваться. Я вот ее там шлифовал, подвернул внутрь. Здесь можно просто, как бы, если вас не смущают там торцы открытые, можно просто полосочку кожи использовать. А теперь сам момент склейки. Значит, по меточкам, вот с обратной стороны, там где по 1,5 сантиметра я делал отметки, вот сюда нанес клей. И нанес клей по контуру на внешнюю, на нашу лицевую сторону. Теперь вот здесь склеиваем, делаем вот такую вот складку. У нас при склейке получается вот такой вот бутерброд. Мы вот сюда как бы выгибаем по меточкам, да, то есть 1,5 сантиметра. И у нас вот такие вот складки. Ну, как бы вклеивать не совсем комфортно. Вот, по сути, получается такой вот результат.
Змейка разошлась, когда вклеивал, кожа немножко жестковата, она как бы разорвала здесь змейку. Значит, тоже рекомендация уже после того, как склеили, только тогда устанавливать бегунок. Потому что в процессе работы вы можете его распустить и придется полностью как бы разбирать змейку и по новой здесь ставить. Клей рекомендую использовать какой-то более цепкий, в моем случае это наирит, потому что здесь нужно вот прижать, и чтобы это все держалось. Те, что там, допустим, Экосар, они не такие цепкие. То есть здесь нужен клей именно, который хорошо бы держал наш вот этот весь бутерброд целым. В результате получается такой простенький кожаный мешочек на молнии. Его, в принципе, можно использовать не только как ключницу, но, допустим, и как пенал, если, к примеру, там, ручки или карандаши смогут сюда уместиться, то вот по длине, да, то его еще как пенал можно использовать. Я уже сюда поместил ключи. Это половина того, что у меня есть. Самые основные, которые я использую. Вот, значит, цепочка дает возможность нам выпустить из рук ключницу и, к примеру, там закрывать или открывать дверь. Вот, потом это все размещаем в ключницу и застегиваем. Все очень просто. Ну, это именно мне и нравится в данном решении. Теперь, что касается самого изготовления, возникло немножко больше сложностей, чем вот в данном случае. Здесь получается кожа хоть и тонкая, но она такая более плотная, то есть сложно было делать загибку и вот в этих местах склеивать кожу. То есть сначала я клеил вот этим вот клеем, но кожа прям разрывает сразу эти соединения. То есть, возможно, данному клею нужно больше времени подсыхать. Вот он не так сильно схватывается, как наирит, поэтому в результате все-таки склеил вот здесь все наиритом. И, в принципе, он удержал, дал возможность прошить. На змейку рекомендую устанавливать эти ограничители для бегунка, потому что в местах, где у нас нету зубьев, но как бы и эта ткань она не вшивается, да, есть вот такие пробелы получается, то без ограничителей у нас бегунок просто будет сюда вот выниматься, вылетать. То есть желательно ставить ограничители или же эту ткань рассчитывать так, чтобы у нас до края, вот до прошивки шли зубья. С изнанки ничего не обрабатывал, ну, кроме вот эти торцы там немножко закрасил, но это такое, то есть по желанию. Изнанку не обрабатывал, потому что здесь постоянно ключи, металл, вот эти уголки такие относительно острые, и они будут царапать постоянно эту поверхность, так что как бы смысла в какой-то там обработке, заглаживании, покраски нету. Вот этот вот торец рекомендую все же загибать, не окрашивать, а загибать, потому что тоже ключи здесь будут часто не доставаться, где-то там цепляться, и вот такой вот край из кожи, он более устойчив к повреждениям, чем окрашенный краской. То есть краску может потом кусочками там отрывать, но будет не очень как бы красиво. Ну, в общем, собственно, на этом все.
Вот еще по размерам сделал, получается, у меня она, эта ключица получилась немножко уже и чуть-чуть длиннее. За отступ прошивки уже сказал. Почему-то я сделал здесь его больше, хотя в первом варианте как раз все у меня классно прошилось и все нормально, никаких нюансов не возникало. Но, как обычно, у меня с видео получаются какие-то траблы постоянно. То есть, если уже изделие отработано, то все равно на видео при записи какие-то моменты возникают. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.